Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня мы будем с вами вязать крючком очень простой, легкий узор. Этим узором связан кардиган. Фотографии кардигана я нашла на просторах интернета, они находятся в свободном и открытом доступе. Также в этом видео я с вами поделилась схемой вязания узора и выкройкой. По этой выкройке вы можете связать подобную, похожую модель. В конце видео вы найдете каталог всех победительных мастер-классов, разработанных для начинающих по вязанию плечевых вещей крючком и спицами. Вязать из пряжи Baby Cotton. Какую пряжу вам выбрать, решаете вы уже здесь сами. Но я вам оставила все ссылки на пряжу Baby Cotton и Анна 16, и также на ссылку на интернет-магазин, где я заказываю пряжу. И свой промокод на скидку. Раппорт основного узора, которым связана туника, состоит из 2 рядов и 3 петель. Набираем для образца 16 воздушных петель. Три воздушные петли подъема. От конца цепочки отступаем 3 петли. В 4-ю петлю провязываем столбик с одним накидом. Вяжем первый ряд узора. Пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2. В основании 3-й петли провязываем 3 столбика с одним накидом. У нас раппорт узора состоит из 3 столбиков с одним накидом. Далее мы пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2. И в 3-ю петлю вяжем второй раппорт узора. 3 столбика с одним накидом. Раппорт узора 3 петли. То есть в каждую 3-ю петлю цепочки мы провязываем по 3 столбика с одним накидом. Пропускаем 1, 2, 2 петли пропустили. В 3-ю петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Это у нас по счету 3-й раппорт. Все очень просто. Узор простой, быстро вяжется, легко запоминается и не просвечивает сильно. 2 петли пропускаем. В 3-ю петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. Две петли пропускаем. 1, 2. В 3-ю петлю вяжем. Здесь уже давайте закончим ряд. И мы провязываем не 3 столбика, а 2 столбика с одним накидом. Данный вид узора прекрасно вяжется прямыми и обратными рядами и по кругу. Если вы вяжете узор прямыми и обратными рядами, то есть туда-сюда, вы всегда начинаете и заканчиваете ряд одинаково. То есть у нас получается в начале ряда 2 столбика с одним накидом, и в конце ряда у нас также должно быть 2 столбика с одним накидом. Вяжем второй ряд. 3 воздушных петли подъема. Они засчитываются как за столбик с одним накидом. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину первого столбика я ввожу крючок под косичку, значит под переднюю и заднюю стенку вниз. То есть провязываем 1 столбик с одним накидом. Вяжем первый раппорт. Находим вершину второго столбика с одним накидом. Вот он. И под косичку, по 2 петли внизу я ввожу крючок всегда. Провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В эту же петлю провязываем 2 столбик с одним накидом. Связали с вами 1 раппорт. Получилась у нас галочка. Вот этот элемент, когда между столбиками 1 воздушная петля, я называю галочка. Вершину второго столбика с одним накидом под косичку ввожу крючок, провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. В эту же петлю провязываем 2 столбик
с одним накидом. Связали вторую галочку, второй раппорт. Продолжаем вязать. Третий раппорт, вершину столбика второго предыдущего ряда, провязали столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, в эту же петлю второй столбик с одним накидом, связали раппорт. Давайте еще один раппорт свяжем вместе, вершину второго столбика, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, в это же место второй столбик с одним накидом. Все, связали с вами раппорт. Заканчиваем ряд. Находим первую петлю от столбика с одним накидом слева и в ее основании провязываем 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Связали 2 ряда. 1 раппорт в высоту. Вот так вот смотрится раппорт узора в высоту. И всего здесь связано у нас с вами 1, 2, 3, 4. 4 раппорта в ширину. Вот эти крайние полураппорты мы не считаем. Сейчас мы с вами переходим к вязанию третьего ряда. И третий ряд вяжется точно так же, как первый. Третий ряд — начало вязания второго раппорта. 3 воздушные петли подъема. Засчитываются как за столбик с одним накидом. Разворачиваем вязание на другую сторону. И в вершину столбика с одним накидом вводим крючок под косичку, провязываем столбик с одним накидом. Там, где у нас связана галочка, поверх цепочки ввожу крючок под цепочку. И получается, сверху цепочки из 1 воздушной петли мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Связали первый раппорт. Повторяем раппорт до конца ряда. Поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжем 3 столбика с одним накидом. Второй раппорт связан. Третий раппорт. Поверх цепочки 3 столбика с одним накидом. Четвертый раппорт. Поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываем 3 столбика с одним накидом. И заканчиваем с вами ряд точно так же, как начинали. Находим первую петлю слева от столбика с одним накидом. И в основании этой петли вяжем 2 столбика с одним накидом. Все. Довязали ряд. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так вот смотрится узор с одной стороны. Это где мы с вами вязали все нечетные ряды. И с другой стороны. Узор у нас получается с вами двухсторонний. Но здесь все-таки у этого узора есть лицо. Каким образом определить лицевую и изнаночную сторону, смотрим по красоте. То есть там, где мы вяжем с вами все четные ряды, это у нас изнаночная сторона узора. Там, где мы провязали с вами все нечетные ряды, это лицевая сторона узора. Вот так вот смотрится лицо узора. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания второго ряда. Вот он. И вяжите вместе со мной, все время повторяя второй, третий ряды и вяжите до нужной вам высоты. В основу раппорта у нас входит 2 ряда, второй и третий. А ширина раппорта всего лишь 3 петли. Здесь вот хорошо просматривается раппорт, вот он. Вот этот элемент, он здесь у нас в первом ряду 3 столбика с одним накидом раппорта узора, во втором ряду галочка. Вот это основа раппорта. Все. Я постаралась специально очень подробно все объяснить, как вяжется узор, специально для начинающих, чтобы точно у вас все получилось. Но как связать 2 модели туники, переходите по ссылке на статью. Я все подробно постаралась расписать, приложила все схемы, выкройки. Смотрите и вяжите. Также
я в конце этого видео вам сейчас добавлю каталог всех моих подробных пепетельных мастер-классов, которые я разрабатываю специально для начинающих вязальщиц. Вяжите вместе со мной. Будем вязать с вами вместе. Я также продолжаю снимать для вас новые мастер-классы по вязанию крючком и спицами. Понравился любой проект, пишите в комментариях «хочу связать», и я вам напишу, как получить мой авторский видео мастер-класс. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки, где проходят пепетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин. На любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей, формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «хочу связать облака», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «хочу связать Белоснежку», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать
жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с точным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился.
Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.